Гигантский кит не оставляет водолазку в покое. Затем она замечает ужасающую причину. Но прежде чем мы начнем, поставьте лайк и подпишитесь, если вы еще этого не сделали, и нажмите на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые истории. Посреди необъятных просторов Южного Тихого океана, где лазурные воды омывают берега островов Кука, простирается мир, в котором под поверхностью разворачиваются сказания об очаровании и чуде. Здесь, среди коралловых рифов и меняющихся приливов, обитают создания невообразимой величины и грации – киты. Киты со своей огромной мощью и загадочной притягательностью издавна занимают почетное место в сердцах и умах людей. Их присутствие пробуждает чувство удивления и благоговения, захватывая воображение как ученых, так и рассказчиков. В этом царстве тайн Елена Рейес, опытный морской биолог, посвятила жизнь попыткам разгадать тайны этих величественных исполинов. Родом с суровой границы между штатом Мэн и Канадой, Елена с раннего детства чувствовала зов моря и таинственную притягательность китов и посвятила себя изучению и защите этих добродушных гигантов. На островах Кука, расположенных в Южном Тихом океане, нередко происходят встречи с этими морскими млекопитающими. Эти мирные исполины вызывали волну изумления в сообществе морских биологов, поскольку проявляли интеллект, превосходящий первоначальные ожидания. Остается множество аспектов, ожидающих своего открытия в отношении этих изящных левиафантов. В последние 30 лет она скрупулезно документировала многочисленные виды китов, неутомимо выступая за их благополучие и безопасность. По словам Елены, одно из приятных преимуществ ее профессии – возможность регулярно плавать рядом с китами. Привыкшая делить воды с этими любимыми созданиями, которых она горячо оберегала, она привыкла к их обществу. Однако одна единственная встреча скоро поставила под вопрос все ее представления так, как она и представить себе не могла. Елена отправилась на свою обычную прогулку у берегов Раратонги в сопровождении коллег и лодки для поддержки. Тем временем дрон старательно отслеживал ее перемещение сверху, пока она плавала рядом с небольшой группой горбатых китов. Не подозревая, что происходит, она была на пороге неожиданного поворота событий. Вооруженная водонепроницаемой камерой, Елена продолжала снимать горбатых китов, сосредоточенно выполняя свою задачу. Вдруг колоссальный самец горбатого кита весом более 23 тонн и длиной как минимум около 15 метров начал снижаться в сторону морского биолога. В тот момент Елена поняла, что его поведение далеко от нормы. Обычно в своих взаимодействиях с китами Елена сама инициировала приближение к ним в целях документирования. Однако в этот раз развивалась необычная динамика. Обычно спокойное существо устремилось к ней с неожиданной настойчивостью. Сохраняя хладнокровие, Елена не отводила объективов от огромного горбатого кита, фиксируя каждый момент этого странного поведения с непреклонной решимостью. По мере того, как кит ринулся к ней с беспрецедентной целью, ее тревога усиливалась, и она осознавала всю серьезность ситуации. Обычно равнодушный к присутствию людей, этот кит сосредоточил свой взор именно на морском биологе, нацелившись прямо на нее. Внезапно и тревожно кит столкнулся с Еленой, прижимая ее к поверхности воды. Несмотря на ее отчаянные попытки уклониться от надвигающегося исполина, усилия оказались тщетными. Она не могла избавить себя от его захвата. Каждая попытка вырваться только уносила ее дальше от безопасности лодки и коллег. Елена оказалась полностью бессильна перед этой беспрецедентной ситуацией. Среди хаоса она мучительно пыталась понять, почему кит ведет себя так странно. Сохраняя спокойствие вопреки опасности, Елена опиралась на свой опыт, чтобы выработать стратегический план выживания. Осознав относительную безопасность нахождения рядом с головой кита, она спокойно расположилась в этой зоне. Понимая, что горбатые киты не имеют зубов,
а во рту у них находятся мягкие китовые усы, балиеновые пластины, и доверяя своим знаниям об этих добрых гигантах, Елена надеялась, что ее взвешенное решение даст наилучшие шансы выйти из этого ужасающего испытания невредимой. Пока Елена боролась за самообладание, она не могла не задаваться вопросом, почему, вопреки ее большому опыту с китами, разворачивается именно такая беспрецедентная сцена. На лодке ее коллеги с тревогой наблюдали за ее движением по видеопотоку с дрона. Чувство беспокойства овладело ими, когда они наблюдали происходящее. Не в силах вмешаться и чувствуя полную беспомощность, они могли лишь быть свидетелями бедственного положения Елены. Их сердца были тяжелы от забот, а мысли полны надежды, что она выйдет из опасности невредимой. Несмотря на общее правило нырять с напарником ради безопасности, Елена не находилась в воде совершенно одна. Ее напарник по погружению, хоть и менее опытен по сравнению с Еленой, был рядом. Однако он не мог осознать всей серьезности разворачивающейся ситуации. Даже если бы напарник понял масштабы происходящего, его ограниченный опыт делал его неспособным оказать какую-либо существенную помощь. Кроме того, непрекращающиеся движения и волнение воды мешали какой-либо осмысленной коммуникации. Его напарник по погружению мог лишь беспомощно наблюдать, как Елена все дальше уносится от безопасности лодки. Их общее чувство фрустрации было явным на фоне бурного моря. Когда Елена всматривалась в просторы океана, она заметила еще одну движущуюся тень вдалеке – второго горбатого кита. Хотя присутствие этих социальных животных вместе не было по сути удивительным, поведение этого нового кита отличалось от того, который настойчиво толкал Елену. Эта аномалия показалась Елене крайне необычной, добавляя еще один уровень сложности к и без того запутанной ситуации. В присутствии второго кита попытки Елены понять происходящее усилились, но она оставалась полностью озадаченной. Несмотря на ее профессиональные знания в морской биологии, Елена осознавала, что это чрезвычайно редкий и сложный сценарий, непонятный даже для специалиста ее уровня. С растущим беспокойством она наблюдала, как кит неоднократно бьет хвостом по поверхности воды, будто в панической попытке отогнать невидимую угрозу позади себя. Пока один кит неумолимо отталкивал ее прочь, другой постоянно шлепал по воде. Ситуация становилась все более загадочной с каждой минутой. Среди неопределенности становилось ясно одно. Даже Елена со всем своим опытом не могла в точности понять, что происходило в глубинах ниже. Более 10 минут ее толкали и тянули прочь от безопасности лодки, и она заметила, что на ее теле начинают появляться синяки. Острые ракушечники, покрывавшие кожу кита, царапали ее при каждом соприкосновении, оставляя болезненные ссадины. Посреди неопределенности и физического дискомфорта Елена оставалась настороже, ища любую подсказку, которая могла бы пролить свет на намерение двух горбатых китов. Намек на понимание возник у нее, когда она заметила тонкое изменение в поведении китов. Внезапный миг ясности осознания поразило ее, словно удар молнии. Несмотря на бушующую вокруг обстановку, Елена начала понимать, что истинный источник опасности находится в другом месте, далеко за пределами досягаемости горбатых китов. С этим откровением серьезность ее положения изменилась, и на нее опустилось глубокое чувство тревоги, когда она осознала тревожную правду, скрывающуюся под поверхностью. Решив вырваться из угрозы, Елена намеревалась освободиться от захвата кита и скрыться в безопасное место. Однако колоссальное млекопитающее не подавало признаков уступчивости и продолжало тянуть ее, несмотря на ее отчаянные попытки отбиться. Не теряя духа, Елена продолжала бороться с сильными течениями, отчаянно ища пролом, через который она могла бы проплыть к свободе. Она изо всех сил сопротивлялась непреодолимому натягу кита. Ее инстинкт самосохранения гнал ее вперед в этой отчаянной попытке вырваться.
Когда Елена устремила взгляд в ту сторону, где второй кит шлепал по воде, ее сердце ёкнуло при виде еще большей угрозы, возникшей вдалеке – огромной тигровой акулы. Известные своей хищной природой и внушительными размерами тигровые акулы представляют серьезную опасность для человека и могут достигать длины более 4,5 метров. С охватившим ее ужасом Елена поняла, что ее положение стало еще более опасным. Теперь ей угрожали не только непредсказуемые киты, но и один из самых грозных хищников океана. Ранее спокойное море превратилось в коварную бездну, полную невидимых угроз. Паника охватила ее, пока она беспощадно осматривала бескрайний горизонт в поисках шанса выжить. Подавляя боль от синяков и дезориентирующее, тянущее воздействие китов, Елена стремилась выработать план. Опираясь на свой опыт морского биолога, она составила смелую стратегию побега. С акулой, что кружила все ближе, она собралась с духом для того, чтобы совершить самый опасный заплыв в своей жизни. Как раз в момент, когда она готовилась к побегу, изменение в поведении кита застало ее врасплох. Почувствовав присутствие хищника, горбатый встал между Еленой и акулой, используя свой массивный хвост, чтобы отослать мощную волну в сторону угрозы. Кит занял защитную позицию, прикрыв ее от хищника. Елена смотрела в восхищении, понимая, что она не одинока в борьбе за свою жизнь. Несмотря на хаос и опасность, Кит взял на себя роль защитника. Это было проявлением солидарности со стороны существа из глубин, и это вселило в нее надежду. Подпитанная новой решимостью, Елена приготовилась к побегу. Воспользовавшись моментом, она вырвалась из захвата кита и устремилась к поверхности. Легкие горели, пока она стремилась вверх, взгляд прикован к далекому силуэту лодки. Ее грибки подпитывались адреналином и силой воли. Лодка приближалась с каждой секундой, но едва она протянула руку, чтобы схватиться за борт судна, как по ее ноге пронзила жгучая боль. Тигровая акула прорвала защиту кита и устремилась к ней с ужасающей скоростью. Инстинктивно Елена пнула со всей силы, пытаясь отразить хищника. Вода всколыхнулась, и развернулась битва на жизнь и смерть. Акула атаковала с убийственной точностью, а Елена изо всех сил старалась держаться вне досягаемости. Борьба истощала ее энергию и волю. Кровь помутнила воду, пока она сопротивлялась острым зубам, грозящим утащить ее под воду. Затем раздался оглушительный рев, разнесшийся по глубинам. Тигровая акула на мгновение замешкалась, испуганная. В следующую секунду горбатый кит ринулся вперед, как таран, столкнувшись с акулой и отбросив ее в пенящееся облако воды. Угроза была отогнана, по крайней мере, на время. Когда спокойствие вернулось в воду, волна благодарности накрыла Елену. Вмешательство кита спасло ей жизнь не один, а 2 раза. Ее поразила сырая, унизительная мощь природы и удивительное проявление сострадания, которое она в себе таит. Подходя к берегу на лодке, Елена дала себе молчаливое обещание. Она продолжит свою работу морского биолога с обновленной целью – защищать величественных обитателей моря. Глядя на необъятный океан, она испытывала трепет и благоговение. Море подарило ей второй шанс. Каждый аспект происшествия был тщательно зафиксирован на камеру, от угла съемки самой Елены до кадров дрона. Хотя скептики усомнились в ее интерпретации событий, Елена оставалась непоколебима в своей вере, что горбатые киты пришли ей на помощь.